Где найти классные фотографии, как научиться фотографировать, куда сохранять мои работы, как продвигаться автору, ну и у кого это и где спросить можно совета. Если вы задаете такие вопросы, значит вам нужно досмотреть это видео. 5 или 6 кнопок Flickr. Меня зовут Олег, я инженер, фотограф, путешественник, блогер из Санкт-Петербурга. И сегодня я расскажу про самую интересную социальную сеть, хранилище и то место, где находятся замечательные фотографии. Я тебя полюбил, я тебя научу. Если вам это интересно, смотрите это видео до конца, и вы узнаете, как регулярно попадать в ленту Explore, как продвигаться. Одни это признают, другие нет, но делают это все. И что нужно делать, и что не нужно делать. Но для тех, кто только присоединился, сообщаю, что заканчиваются сроки подачи ваших работ на самый крупный фотоконкурс года от Flickr, посвященный Всемирному дню фотографии. Все условия конкурса и призы и подарки по ссылке в описании. Давайте погнали. Цифры, которые помогут вам о многом судить. С 2004 года на данный момент во Flickr около 10 миллиардов фотографий. Какие ваши доказательства? 100 миллионов активных посещений в месяц. Из них 50 миллионов заходят каждый день. 100 тысяч авторов когда-либо попадали в ленту Explore. А напоминаю, что лента Explore отбирает 500 фотографий со всего света и выкладывает их каждый день. В год около 180 тысяч фотографий попадает в эту ленту. Чтобы понять масштабы, скажу вам, что в день загружается около 3,5 миллионов фотографий. Поэтому шансы попасть в эту ленту хоть и невелики, но с Фовенычем это абсолютно реально. Я записывал множество видео о Flickr, о продвижении во Flickr, как создать свою страницу и прочее, прочее, прочее. Все это есть на моем канале. Итак, друзья, номер 1 по фотографии сервис. Он не знает, что это озеро? Нет. Но не просто сервис. Flickr является социальной сетью, средством обучения для фотографа, средством общения, место, куда можно сохранять свои фотографии, место, где можно искать места красивые для локаций, место, где можно искать интересных авторов, место, где можно найти журналы по фотографии, можно найти людей, которые занимаются разными искусствами. Минимализм. И прочее, и прочее, и прочее. Одним словом, это огромная социальная сеть для творческих людей. Я постараюсь не отнимать ваше время. 5 или 6 кнопок Flickr. Это именно те кнопки, которые открываются у вас, когда вы загружаете приложение для Android или для Apple. Рассмотрим на примере iPhone. У iPad на одну кнопочку больше, но на самом деле эта кнопочка выполняет одну и ту же функцию, но к ней мы вернемся позже. Я буду рассказывать о этих возможностях этих кнопок для того, чтобы вам упростить знакомство с соцсетью Flickr. Вы не псих? Я точно так же, как и вы, не зная, как работает соцсеть, вообще что вообще можно, что нельзя. У меня и справка есть. Сам это изучал. На русскоязычном пространстве в 2017 году, когда я только начал свое путешествие во Flickr, никакой информации не было. Как работает Flickr, что такое Explore, какие механизмы продвижения, как попасть в рекомендации, вообще что там можно делать, что нельзя. И для чего нужен, например, про-аккаунт во Flickr. Об этом я записывал свое видео, но давайте переступим к основному. Итак, первая кнопка, она называется лента работ или групп. Это я ее так назвал. В эту кнопку попадают все те работы тех авторов, на которых вы подписываетесь. Или те группы, в которых вы участвуете в качестве просмотра. Итак, что же можно делать этой кнопкой? Заходя в эту ленту, вы увидите множество фотографий, листая которые, найдете наверняка, какие вам понравятся. И первое, что вы можете сделать, это лайкнуть, отметить понравившуюся фотографию. Второе, вы можете комментировать фотографию или задать какой-то вопрос, интересующий вас по конкретной фотографии. Также вы можете узнать информацию, так называемый архив, где будет указано, если автор посчитал нужным указать, чем это снято, где это снято, какие установки фотоаппарата. Это для новичков очень полезная функция. Как говорят великие современные цифровые фотографы, Некого снимать, я предлагаю снимать самих себя. многие из них научились фотографировать, рассматривая вот эти данные. Они понимали, какие выдержки, какие диафрагмы, в каких условиях, какая камера, какой объектив. Это очень полезные навыки, которые вы можете бесплатно получить во Flickr. Следующее, то, что вы можете сделать, поделиться понравившейся вам фотографией в вашу социальную сеть или на сайт, или еще куда-либо. Что же нельзя делать? Ну, нельзя делать дизлайки. То есть это, в ленте работ не существует такой функции, поскольку Flickr это социальная сеть положительная, не токсичная. Нельзя спамить, троллить. И это, в принципе, быстро пресекается. А потом как дам больно.
Стоит вам только нажать кнопку «Пожаловаться», и все, вы его никогда не увидите. И он не сможет ничего писать вам. Дальше, нельзя исправлять данные, то есть вы не можете отредактировать чужие данные, кроме случаев, отдельно описанных в моем видео по поводу тегов. Нельзя красть без дозволения автора, использовать фотографии каких-то коммерческих целей. Многие к этому пункту относятся предвзято, но на самом деле существует проверенная система Creative Commons. Можете зайти на сайт Creative Commons и почитать вообще, что это такое, какие виды копирайта есть. Ну и, собственно говоря, все. Для тех же, кто этим занимается, сообщу, что уже несколько лет с откатом назад работает сервис, который позволяет обнаруживать такие фотографии. Дальше уже или судиться, или выставлять счета, или решать вопрос разными способами. Для этого и нужны замки. Так что не занимайтесь этим. Вторая кнопка. Поиск. Explore. В iPhone версии эта кнопка совмещена. Она является и поиском, если вы что-то ищете, и является открытием ленты Explore. Лента Explore каждый день разная, друзья. Там отбираются лучшие работы или работы, которые выбрал алгоритм, сам робот поисковой машины. Как работает, об этом я рассказываю в своих видео. Для того, чтобы попасть в верхние строчки Explore, ну, во-первых, нужно быть талантливым автором, во-вторых, активным пользователем, и в-третьих, понимать, чем вы занимаетесь, обрести свой стиль. Об этом я тоже рассказываю. Что же можно в этом поиске? Можно искать автора, фотографа по разным способам, на разных языках, любых, какие вы хотите. Можно искать конкретные работы. Можно искать места, где это снято. Можно искать определенные жанры фотографии, даже те, которые вы считаете, что не существуют. Можно искать группы, предметы или какие-то части в нашей дуальности, в которой мы живем. Объективы, технику, вспышки и прочее. Автомобили, мотоциклы, катера, все, что хотите. Все можно найти. Поэтому, как поисковая машина, Flickr работает великолепно. Кузьмич, нашел! Третья кнопка. Это сообщение. И здесь мы приходим к тому, что Flickr — это социальная сеть, где вы можете общаться непосредственно с автором, спросить что-то, поблагодарить его, написать какое-то ваше мнение о его работе. Это очень важно для вашего продвижения и также мотивирует всех остальных фотографов, которым пишут. Поэтому, попробовав раз этот механизм, как сделана эта соцсеть, уверяю вас, за 20 лет существования этой сети могу сказать, что это одна из самых нетоксичных соцсетей, то сообщество людей со всего света, которые позволяют открывать заново красоту этого мира. И здесь что вы увидите? Вы увидите то, что вам пишут люди. То есть, нажав на эту кнопку, вы попадаете в сообщения, которые вам приходят в реальном времени. Конечно, будет очень хорошо, если вы напишите в ответ что-то, если вам что-то пишут хорошее. Вы поблагодарите как минимум или поставите какой-то значок. Я приветствую отвечать словами. Если вы не знакомы с языками, на которых вам пишут, друзья, ну вас в Гугле что ли забанили? Бесплатный переводчик вам в помощь. Дружелюбие, активность, и все у вас получится. Четвертая кнопка — это ваш профиль. Вы знаете, что это некий сайт, который, кстати, принадлежит крупнейшей компании по фотографии SmugMug. Теперь эти все фотографии хранятся на очень надежных серверах. Что же вы должны сделать? Вы должны обязательно оформить вашу страницу. Это значит баннер, оформить свой значок или профиль. Также вы можете в описании вашего профиля сделать таким, были бы ссылки на ваши социальные сети, причем эти ссылки активные. Это рейтинг стран, которые вас смотрят, баннер своих лучших работ. Это все можно сделать. Мало кто знает, но в профиле существует то, что для вас могут сделать другие друзья ваши, а это именно те ваши постоянные зрители, ваши поклонники, которые могут в ваш профиль написать отзыв. И эти отзывы будут всегда положительны. Отрицательные отзывы не публикуются. Остается последняя, пятая кнопка. Она самая важная, но для многих это является камнем преткновения. Сделать первый шаг, нажать на эту кнопку и стать частью огромного сообщества фотографов мира. Номер 1. Это кнопка «Плюс». То есть добавить вашу работу. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами был Фавионыч. Обещал же вам секрет. Как регулярно попадать в ленту Explore. 2 раза в месяц или раз в 16 дней. Для того, чтобы это делать, нужно добиваться успешного творчества. Нужно грамотно распределить тактику и стратегию, повышать свой уровень квалификации и насмотренности, как некоторые говорят. Flickr в этом помогает. Вам нужно искать свой путь, ваш интерес в фотографии, те жанры, которые вам нравятся. А как вы можете это определить? Только
только увидев, что делают другие, после этого у вас появится мотивация, а это самое главное, когда вам напишут люди, пусть даже у вас будет 1 или 2 подписчика, я уверяю, ваша жизнь изменится раз и навсегда, и вы будете пользоваться этим сообществом, этой социальной сетью, и будете достигать вершин фотографий. Для того, чтобы правильно распределить ваше время, я рекомендую посмотреть мои видео о секретах, об ошибках, о том, как оформлять ваш профиль. Ну и жду от вас комментарий, друзья. А с вами был Фовеныч. Как всегда, увидимся, пока.